Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу поделиться с вами замечательным рецептом вкуснейших куличей на быстром, можно сказать, ленивом дрожжевом тесте, без замеса. И благодаря одному секретному ингредиенту, добавив который в тесто, куличи у вас будут высокие, красивые и никогда не осядут во время или после выпечки. Посмотрите только, какие они получаются высокие, легкие. Тесто нежное, воздушное, сладкое. В нем много цукатов, а готовится все проще простого. И я уверена, куличи 100% получатся у всех. Рекомендую их приготовить и попробовать. Друзья, у меня на канале уже есть много рецептов куличей и пасок. Это куличи краффины, мой авторский рецепт в 3 вариантах. Вы можете выбрать любой вариант, который вам нравится. Также это и куличи панеттоне, и золотой кулич на александрийском тесте. Я очень рекомендую зайти и посмотреть эти рецепты также и выбрать ваш самый вкусный кулич, который понравится вам и вашей семье. Для приготовления теста мне понадобится подготовлю ароматный сахар. В сахар я добавляю цедру апельсина и лимона. Таким образом, немного перетирая цедру с сахаром, цедра отдает все свои вот эти эфирные масла. Как видите, даже сам сахар окрашивается в желтый цвет. В теплом молоке, температура которого примерно 38 градусов, разведу дрожжи. Добавляю в молоко вот этот ароматный сахар, 2 столовые ложки. Всыпаю дрожжи и хорошо перемешиваю. Если вы будете использовать свежие дрожжи, берите в 3 раза больше. Оставляю таким образом дрожжи подходить примерно минут на 5-7. В миску добавляю мягкое сливочное масло. Вообще все ингредиенты для теста обязательно должны быть комнатной температуры. Всыпаю ароматный сахар, добавляю соль и 2 чайные ложки экстракта ванили. Можно также использовать и ванильный сахар. Хорошо все перемешиваю венчиком. Можно также воспользоваться миксером, если вы хотите. Теперь по одному добавляю яйца и также хорошо перемешиваю. Посмотрите, какая получается такая легкая воздушная масса. И сахар здесь фактически уже растворился. В миску, в которой буду уже непосредственно замешивать тесто, просеиваю муку. Совсем немного муки я оставлю, буду ее в конце добавлять постепенно. В муку я добавляю разрыхлитель для теста. Благодаря ему куличи получатся высокие, красивые и тесто не осядет во время и после выпечки. Дрожжи вот так великолепно подошли. Выросла шикарная шапочка. Вливаю их в муку и также сразу добавляю вот эту сдобную часть. Сахар с маслом и яйцами. И теперь лопаткой замешиваю тесто. Оно должно получиться достаточно липким и вязким. Его легко вымесить лопаткой. Когда тесто вот такое более жидкое, помесите его лопаткой подольше, чтобы оно стало более однородным. И теперь я добавляю в тесто оставшуюся муку. Перемешиваю. Безусловно, для рецепта может понадобиться чуть больше или чуть меньше муки. Я вижу, что тесто у меня очень вязкое, поэтому я добавлю сюда муку. Снова перемешиваю. Вот эта консистенция теста меня сейчас вполне устраивает. Я сюда добавила еще дополнительно 50 граммов муки. То есть всего на замес у меня ушло 650 граммов. Теста немного, буквально пару минут вымешиваю лопаткой. Оно получается вот такой липкой консистенции. Подбираю тесто с краев миски, закрываю пищевой пленкой. Старайтесь закрывать пищевой пленкой так, чтобы она не лежала слишком плотно для выхода углекислого газа. И теперь отправляю тесто в теплое место на расстойку примерно на 1 час. Для рецепта мне также понадобится много изюма и цукатов. У меня здесь 100 граммов изюма и цукаты. В общей сложности здесь всего 300 граммов. Изюм и клюкву я залью соком, чтобы они были мягче. Клюкву добавляю к изюму. И здесь у меня 100 мл свежевыжатого апельсинового сока. Заливаю изюм и клюкву. Оставляю постоять.
я подготовила 4 формы для куличей. Диаметр формы 12 см, высота 10 см. При помощи пергаментной бумаги нарастила высоту до 14 см. Все смазала сливочным маслом. Можно также смазывать пергаментную бумагу и растительным маслом без запаха. Замоченные изюм и клюкву я слила через сито и хорошо обсушу бумажными полотенцами. Соединяю все цукаты вместе. Присыпаю их слегка мукой и перемешаю. Так они легче будут объединяться с тестом и распределяться равномерно. Посмотрите, какое шикарное тесто получилось. Оно великолепно подошло. Руки я слегка смазываю растительным маслом без запаха. Вот таким образом слегка обминаю тесто. Оно просто живое. Добавляю цукаты и вмешиваю их. Как видите, тесто фактически к рукам не пристает, хотя оно липкое. Пахнет просто потрясающе. И теперь тестом я буду наполнять формы. Руки я смазываю растительным маслом. Беру тесто и немного его в руках вот таким образом округляю. И выкладываю в форму. Немного прижимаю сверху. Форма должна быть заполнена примерно на 1/3. Тесто я постаралась разделить очень ровно. В каждой форме у меня примерно по 450 граммов. Немного сверху прижимаю, выравниваю. Закрываю все сверху пищевой пленкой и отправляю на расстойку в теплое место примерно на 1 час. Тесто должно заполнить фактически всю форму. Посмотрите, как великолепно подошло тесто. Формы надо очень аккуратно передвигать, чтобы тесто ни в коем случае не осело. И сейчас я все отправляю в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 35-40 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Формы я ставлю на второй снизу уровень, включен верх и низ духовки. Если я увижу, что верх куличей слишком сильно подпекаются, я прикрою их фольгой. Куличи я достала из духовки. Обязательно проверяем их готовность деревянной шпажкой. Она должна выходить абсолютно сухая. Если куличи не до конца пропеклись, они могут осесть. Поэтому обязательно проверяйте готовность. Сейчас куличи буквально на несколько минут я оставлю остыть немного в форме. Они получились такие высокие, красивые и очень ароматные. Остужать куличи я буду лежа, потому что они получились такие высокие, и пока они не остыли, они очень нежные. Поэтому я их выложу вот на такую подстилку из толстых полотенец, которую я выложила на решетку. Посмотрите, какой красавчик получился. Великолепно. Очень аккуратно переношу на полотенце и снимаю донышко. Оставляю все куличи остывать. Куличи обязательно надо периодически переворачивать, чтобы не примялись бочки. И посмотрите, какие красивые. Очень равномерно подрумянились со всех сторон. Конечно, украшать куличи вы можете по своему вкусу. Сегодня, так как куличи ленивые, я предлагаю сделать и такую же ленивую глазурь. Здесь у меня сахарная пудра и немного молока. И также я подготовила цукаты и орехи, которыми украшу куличи сверху. В сахарную пудру постепенно буду добавлять молоко и хорошо перемешивать. Глазурь я хочу сделать густой, поэтому молока не понадобится много, примерно 2-3 столовые ложки, не больше. Посмотрите в итоге, какая получается консистенция глазури. Сейчас, чтобы она быстрее застывала на куличах, я отправлю ее буквально на 15 секунд в микроволновку. Можно ее также прогреть и на водяной бане в течение где-то 1 минуты. Вот так выглядит глазурь после того, как я прогрела ее в микроволновке. Она получается такая блестящая, красивая, и она очень быстро застывает, поэтому сразу же украшаем куличи. Опускаю кулич прямо шапочкой в глазурь. И сразу же сверху украшаю. Вот такой куличик получился. И таким образом я буду украшать все куличи. Если вы видите, что глазурь начинает застывать, можно отправить ее еще немного в микроволновку и прогреть.
Глазурь застывает очень быстро. Буквально через 10 минут куличи можно уже перевозить. Видите, глазурь полностью застыла. Абсолютно не липнет. Эти куличи просто потрясающие. Рекомендую их приготовить и попробовать. Я желаю всем к празднику Пасхи приготовить самые вкусные и красивые куличи. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!